Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Такие тапочки я уже шила раньше и снова решила повторить. Способ не новый, но очень простой и проверенный. Всего 4 шва и готова пара уютных тапочек вместо носков. Для пошива можно взять остатки теплой ткани на трикотажной основе. Это может быть флис, велюр, трехнитка. Или использовать ненужные трикотажные вещи. Таких всегда хватает, особенно если в доме есть дети. И даже когда кажется, что ничего подходящего в доме нет, всегда можно найти выход из положения. Вот такая трикотажная майка. Внешний вид уже носить ее не позволяет, но трикотаж отличного качества и может еще послужить. Скептики сейчас скажут: да ну какие тапочки из майки? А я предлагаю вам остаться со мной и посмотреть, что получится. Для начала я вырежу два прямоугольника размером 30 на 40 сантиметров. Это и будет основа для пошива тапочек. Тапочки нужны теплые, и утеплять я их буду обычным синтепоном. У меня плотность 100 грамм на метр. Соединю слои булавками. Стежка у меня будет под углом 45 градусов. Для ориентира проведу контрольную линию. Нитки у меня белые, самые обычные, игла для трикотажа. Строчка – прерывистый зигзаг. Я его слегка растянула, чтобы получилась волна. Заготовку придерживаю руками и слегка растягиваю в стороны под лапкой, чтобы не было перекосов. Линейку ставить не стала, расстояние контролирую на глаз. Заготовки простегала в одном направлении. На трикотаже морской принт, и я решила добавить волны. Заготовки не потеряли свою эластичность. Прерывистый зигзаг хорошо выдерживает нагрузки, и во время носки шов не лопнет. Заготовки утеплила, можно приступать к пошиву. Выкройки не будет, но пару замеров сделать нужно. Замеряю длину стопы и ширину в районе косточки. Из стеганых заготовок вырежу прямоугольники. Длина прямоугольника – это длина стопы плюс 2 см на припуск. Ширина прямоугольника – это ширина стопы плюс 2 см на припуск. Таких прямоугольников мне понадобится 4 штуки. Сложу заготовку по длине пополам и зафиксирую булавками. Одну сторону нужно скруглить. Сделать это можно от руки или использовать подручные средства. Со второй стороны по сгибу вверх откладываю 1,5–2 см. Соединю с краем плавной линией. Все лишнее срежу по намеченным линиям. Деталь готова. Из остальных заготовок вырежу такие же детали. Складываю их попарно лицом к лицу. Если на ткани есть рисунок, это нужно учесть при раскрое. Если будет пошив из меха, то нужно учесть направление ворса. По центру провожу линию и откладываю на ней 10 см. Если размер ноги большой, тогда 12. Нижний срез просто соединю строчкой. По линии проложила строчку, с каждой стороны поставила закрепки. По нижнему краю тоже строчка с закрепками. По центру сделаю насечку и сложу деталь пополам. Припуски раскладываю в разные стороны, так на пятке не будет утолщения. Совмещаю срезы и ставлю зажимы. Дальше соединю все срезы по кругу. Чтобы работать было удобнее, соединю срезы строчкой. Для этого идеально подойдет зигзаг. Чтобы при стачивании край не растягивался, придерживаю распарывателем. Верх тапочек готов. Он получается двусторонний. Удобно, не нужно заморачиваться с подкладкой. При желании на внешние стороны заготовок можно пришить декор. Так легче различать левый и правый тапок. Дальше подошва. Можно воспользоваться готовой стелькой. Если ее нет под рукой, тогда на листе бумаги обводим ногу. Контур получается неровный. Немного поработаю и сделаю линии плавнее.
Внутреннюю часть подошвы вырежу из велюра. Он мягкий, теплый и идеально подходит мне по цвету. Вырезать буду сразу две детали. Наружная часть подошвы будет из джинса. Джинс у меня стретчевый, и подошва тоже получится эластичной. При раскрое ткань складывала лицом к лицу, чтобы детали кроить в зеркальном отражении. Складываю детали по парам, намечаю правые и левые. В сборке тоже нет ничего сложного. Наружную часть подошвы кладу на основную деталь лицом к лицу, совмещаю центры и фиксирую зажимами. Дальше по всему контуру. Зажимы поставила почаще, чтобы равномернее соединить срезы. Спереди основная деталь немного больше. Это нужно для свободы пальцев. При стачивании ее нужно немного припосадить. Кроме минусов, трикотаж в пошиве имеет и свои плюсы. Для удобства решила вначале соединить детали наметкой. Все село идеально. Для стачивания основной детали с подошвой я всегда использую узкую лапку для втачивания молнии. Работает идеально. Рекомендую. Строчку всегда прокладываю со стороны подошвы. Результат радует. Все припуски получаются одинакового размера. Очень удобно. Укладываю компактно вверх тапочка. Сверху кладу внутреннюю часть подошвы лицом вниз. Для начала соединила детали наметкой. Мне так работать удобнее. Теперь проложу строчку по контуру. С внутренней стороны оставлю отверстие для выворачивания. Все ровно и аккуратно. Строчку прокладывала со стороны подошвы, старалась попадать шов в шов. При использовании лапки для втачивания молнии это делать несложно. И теперь осталось вывернуть заготовку. Сначала выворачиваю пятку, затем переднюю часть. Выправляю шов, и в принципе тапочки готовы. Но я хочу дополнительно утеплить подошву и вставлю между слоями стельку. Припуски на швы я оставляла около 1 см, сшивала с припуском 0,5 см. Остальное пойдет на толщину стельки. Стелька хорошо стала на свое место. Осталось закрыть техническое отверстие. С внутренней стороны тапочки выглядят очень аккуратно. Все швы закрыты. Отверстие закрыла вручную потайным швом, чтобы не портить картину. Выворачиваю тапочки на лицевую сторону. Получаются они практически двусторонние. Вместо джинса можно тоже пришить трикотаж или любой другой материал, который вас устраивает. Одеваются тапочки легко, на ноге держатся хорошо. Теплые, удобные и бесплатные. Шьются они быстро, и носить их можно вместо носков. Очень удобно. Сшить их можно из любых материалов. Как вы смогли убедиться, даже из обычной майки получился хороший вариант. Судя по моему опыту, на зиму таких тапочек хватает вполне. У кого мерзнут ноги, это просто находка. Надеюсь, что мое видео будет полезным. Теперь своими работами можно делиться в моем телеграм-канале. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых видео.